Короче, я прибыла на следующую локацию и вижу, что здесь уже очень красиво. Но до самого красивого места здесь еще нужно буквально немножко дойти. Сейчас вместе посмотрим. Ну, конечно же, видео, как обычно, не передает, насколько здесь красиво. Не знаю даже, как вам передать. Здесь вот эти вот хвойные, не знаю, что это. Может быть, лиственницы какие-то. Ой, вот так видно, какой у них красивый цвет. И еще все освещается таким солнышком. И получается вот такая осенняя классная картинка. А то, что я хочу вам показать, это лес на воде. Возможно, здесь он выглядит не очень. Дальше приду вон туда, там есть мостики. И попробую показать. Вообще на фотографиях было красиво. Пока что то, что я вижу, ну, выглядит интересно. То есть здесь стоят деревья вот эти вот. Они все в воде. Ну, интересно выглядит. Погода, кстати, становится все теплее и теплее. С мне уже в куртке даже немного жарковато, честно могу сказать, но к вечеру будет уже попрохладнее. Слушайте, такое тут красивое озеро на самом деле, такое красивое место. Могу... Ну, конечно, с Сиху, наверное, неправильно будет сравнивать, но посмотрите, здесь тоже невероятно красивые горы. И плюс здесь еще есть офигенно красивый лес. Можно, я так понимаю, гулять вдоль этого озера вообще. Вон идет дорога, и в ту сторону тоже идет дорожка. Мне очень хочется посмотреть здесь закат. Мне кажется, здесь невероятно красивый вообще вид будет. Здорово открывать новые локации. Меня не перестает удивлять Ханчжоу своей красотой, своей природой. Я просто обожаю горы. И вот здесь, куда бы ты ни поехал, практически везде будет такая красота. Вообще территория этого парка, конечно, огромная. Здесь вам и лес на воде, и холмы какие-то. И вот там дальше озеро, которое я уж тоже засняла. В такую погоду просто вообще отличный выбор сюда приехать. Солнечно, тепло. Только единственный минус, здесь, конечно, людей много. Несмотря на то, что сегодня не выходной день, все равно люди приезжают, гуляют, очень много с детьми. Вот. Но в целом, я думаю, здесь выходные еще больше народу. Раз в пятницу такое оживленное здесь все. Место классное. Я вообще рада, что я все-таки сюда приехала, потому что мы сюда уже приезжали с девочками недавно, с одногруппницами моими. Вот. Но получилось так, что мы приехали, когда уже село солнце, а в Ханчжоу солнце садится очень рано. Это, наверное, для зимнего времени уже не так рано, но часов 4:30, в 5 уже солнце садится. Соответственно, когда мы приехали, ехать сюда не очень близко, солнце уже садилось. И мы пошли не совсем в ту сторону изначально, и поэтому мы до этого места не добрались. Так как сегодня хорошая погода, классный день, и так как сегодня не получилось съездить в Шаосин, я решила, почему буду терять эту возможность. Надо пользоваться такой классной погодой, пока есть такой день, пока есть такая погода. Дальше, завтра уже стоит дождь, на следующей неделе плюс 6 градусов. Вот, начинается настоящая такая, наверное, здесь ханчжоуская зима. В итоге купила я билетик по студенческому, вышло за 20 юаней. Поэтому идемте смотреть, что в этом лесу.
Вообще такое чувство, как будто бы я в каком-то фильме, в какой-то сказке. Я такого никогда не встречала, не видела. Необычный вообще лес. То есть абсолютно, смотрите, все деревья, они в воде. Ну круто. Я решила, хорошо, что решила сюда зайти. Один раз, да, я здесь побываю. Всего 20 юаней заплатила по студенческому. Вообще очень классно. Если вы вдруг поедете в Китай учиться, обязательно носите студенческий с собой. Он вам здесь очень поможет. Гляньте, все сбежались на лебедь посмотреть, но я тоже сбежалась. Как-то так. Но лес, конечно, прекрасный. И солнышко такое уже приятное. Я расслабилась в этом месте, просто такое спокойствие. Смотришь на эти деревья, на эту воду зеленую, на вообще горы, на всю эту красоту. И так спокойно, так хочется, знаете, замедлиться, так сказать. И просто вот наслаждаться всем этим. Посидеть, полежать, послушать музыку. Хотела бы почитать книжку, но я не взяла, к сожалению. Как-то вот так эта вода выглядит вблизи. Я не знаю, всегда ли вот эта вот зеленая штучка сверху. Возможно, какое-то цветение воды сезонное, но хотя сейчас осень, вряд ли что-то цветет. Наверное, такая вода здесь всегда, кстати, да? Люди, к сожалению, мусорят и здесь. Ну как красиво, я не могу вообще. Мне так не хватало вот этого вот осеннего Ханчжоу, потому что до сих пор есть деревья, которые прям такие, знаете, сочного зеленого цвета. И вообще нет ощущения, что, ну, вообще-то зима, да, но как бы и осени как будто бы здесь не было, очень резко наступила. Вот в городе я не видела прям повсюду, что были оранжевые деревья, желтые. В основном это либо уже опавшие листья, вот, либо какие-то еще зеленые. Вот здесь это просто самые осенние краски собраны здесь. Смотрите, как интересно. Вот здесь-то зеленая штука есть, а вот там уже нет. Как-то она интересно распределяется, да. Ну, удивительное место, сказочное, что сказать. Смотрите, какая здесь территория, довольно-таки вообще большая. Вот здесь, например, находится какое-то абсолютно пустое поле, где, видимо, люди могут сидеть, устраивать пикники, любоваться видом. Здорово, что есть вообще такие места здесь. Но я считаю, что такие места должны быть бесплатными для всех. Вот, мне кажется, прямо здесь будет вообще идеально смотреть какой-нибудь закат. Я так понимаю, это место, где отправляются всякие кораблики. Ну, вроде здесь и просто можно сидеть, не знаю, я просто прошла. В любом случае, всегда можно притвориться, да? Не то, что притвориться. Побыть иностранцем и сказать, я ничего не понимаю. И все. Иногда реально проще, я понимаю, притвориться, что ты ничего не понимаешь. Потому что бывает такое, что не хочется ни с кем разговаривать. А китайцы очень активно реагируют на иностранцев. Вот. А еще когда они понимают, что ты можешь что-то сказать по-китайски, вообще сразу начинаются какие-то вопросы, интервью и так далее. Вот. Поэтому иногда лучше реально притвориться, сказать, что ничего не понимаю, и все, тебя останут. Представьте, как классно иметь такой домик с видом на горы, на озеро, на весь этот парк. Вообще красота. Тем временем я купила колу. Пойду посижу вон там, немножко перекушу. И все-таки хочу дождаться заката. Я считаю, раз я сегодня сюда приехала, такой классный день, классная погода. Немножечко буквально осталось подождать. Как раз пока отдохну, просто посижу. Как будто бы я здесь не отдыхала весь день. Вот. Ну, короче, просто посижу, подожду, пока уже солнце начнет заходить. Немного пофоткаю, поснимаю. Может быть, попрошу, чтобы меня сфоткали. И поеду уже обратно домой. А вообще, смотрите, мест, где здесь можно отдохнуть, посидеть кучу. Вот, например, Камнево. Захотели посидеть
Не на траве, например, сухой, а на камнях, пожалуйста. С видом на вот такие камыши. И ну красиво на самом деле. Круто придумали. Молодцы китайцы, молодцы. Не перестаю говорить. Так, пока жду закат, присела на камни, которые только что показывала. Хочу рассказать, наверное, вообще, что я здесь делаю подробнее. Я вообще, на самом деле, думаю записать какое-нибудь видео о том, где я учусь, что за университет, что за программа, как я готовилась сюда к поступлению, как вообще нашла. Жуки уже. В общем, обучение у меня проходит 3 раза в неделю по 3 пары. У меня есть разные предметы. Comprehensive — это общий курс, то есть мы там в основном изучаем грамматику, читаем тексты, учим слова. То есть такой все вместе делаем. Вот. На чтении мы, соответственно, занимаемся чтением, читаем тексты, выполняем задания по чтению. Listening, аудирование тоже, думаю, все понятно просто. Слушаем, отвечаем на вопросы, делаем задания. На говорение у нас, кстати, очень интересно проходят занятия. Мы занимаемся как по учебнику, то есть читаем какие-то тексты, и также дополнительно нам дают различные задания. Например, недавно нам дали задание подготовить презентацию про свое любимое место в Ханчжоу. То есть каждый студент выходил и рассказывал, показывал презентацию, фотографии. Я рассказывала про поход в гору Паошишань. Это вот у меня тоже было видео недавно, как я туда ходила, где открывается красивый вид на город. Вот. И также каждый человек, каждое занятие рассказывает презентацию про себя. Не каждый человек, вернее, а мы на первом занятии вытянули номерки. Вот мы идем в своей очередности. То есть, допустим, номерок 1 рассказывает на первом занятии, по второй номер на следующем занятии, и так по неделям. И плюс у нас еще проходили дебаты. Нас разделяли на группы по 3 человека, и мы обсуждали различные темы, выдвигали свои аргументы, и потом проходило голосование, чью точку зрения занимали оставшиеся студенты. В общем, спикинг на самом деле проходит очень интересно. Также у нас есть предмет ванхуа, культура. Тоже очень интересный предмет, потому что мы не занимаемся просто, вот не сидим вот так вот, слушаем лекцию. Во-первых, у нас просто замечательные преподаватели, все на самом деле преподаватели у нас хорошие. Но по культуре, мне кажется, вообще самая моя любимая преподавательница. Она настолько интересно обо всем рассказывает, она такая вовлеченная, знаете, прям, человек, который действительно умеет заинтересовать в предмете, в культуре. Она организует нам необычные уроки. Например, у нас не так давно был урок, посвященный ханьфу, традиционной китайской одежде. Китайские студенты рассказывали нам про историю ханьфу, какие бывают виды. И также у нас была возможность самим примерить ханьфу и сфотографироваться. В общем, это был очень классный опыт. Помимо того, что мы узнали, да, что-то новое интересное, мы еще и примерили это на себя, сделали фотографии, и, так сказать, прям запоминающийся урок получился. Я, на самом деле, даже вдохновилась этим ханьфу, раньше не задумывалась. Вот, но мне захотелось заказать в Taobao себе комплектик какой-нибудь, и у меня появилась идея. Я хочу на свой день рождения, я не первый год праздную день рождения в китайском ресторанчике у себя в городе, хочу ханьфу прийти в этот ресторанчик и отпраздновать день рождения. В общем, посмотрю. Пока еще не заказала, не выбрала. И плюс я еще присоединилась на той же неделе в кружок по ханьфу. Вот, в общем, да, кстати, занятия классные, все хорошо, но, конечно, мне, могу сказать, сложновато. Но я считаю, что все равно я что-то новое для себя вынесу. Не что-то новое, очень много для себя на самом деле отсюда вынесу. В голове обязательно что-то отложится, запомнится. Вот. И я думаю, что прогресс будет очень сильно заметен, когда я вернусь именно в Россию. Потому что здесь, на самом деле, кажется, что вот я это учу, зачем я это учу, для чего это, не применяю, все такое. А вот недавно я решила продолжить смотреть сериал, который я начинала смотреть еще в России. И знаете, в России, когда я его смотрела, я очень много останавливала, гуглила, переводила слова. А вот недавно я когда включила, я понимаю, что, да, на слух я, конечно, не воспринимаю это так хорошо, как читаю, например, да, но вот те иероглифы, которые мне встречаются в субтитрах, я очень мало стала искать. То есть многие стали мне знакомыми. На самом деле очень круто, когда где-то тебе встречаются новые иероглифы в реальной жизни, например, там на сайте при доставке, да, в метро, еще где-то замечаешь новые иероглифы, и вот в эти моменты понимаешь, что, ну, наверное, ты здесь учишь что-то не зря.
Вот. В общем, про учебу немного рассказала, да, про свои ощущения, какие у меня есть предметы. Отдельное видео хочу тоже записать именно про процесс поступления, как я искала этот университет, какие документы требовались. Вот, в целом, если что-то кому-то интересно, можете спросить в комментариях. Также там про квартиру могу рассказать, да, где искала, как, что, где я вообще живу. Надеюсь, будет интересно. Мне самой хотелось такое видео заснять, потому что, мне кажется, будет полезно и другим ребятам. Мне, например, уже писали пару людей в Инстаграм и спрашивали как раз-таки про поступление, что и как, какой-то совет. Вот, поэтому, если вас что-то интересует, обязательно спрашивайте, не стесняйтесь. Я с удовольствием всем помогаю. Мне очень приятно, когда ко мне обращаются ребята, которые тоже либо еще собираются ехать, либо которые уже здесь, да, какие-то проблемы, если возникли. Вот. Ой, ну все, разговорилась. Солнце уже как раз-таки садится. Я сейчас перекушу. У меня есть вот такой вот снэк. Такие снеки я покупаю, мне очень нравятся. Это что-то типа... Так, освещение. Это что-то типа как картофельная соломка. То ли картофельная соломка, то ли как какая-то лапша быстрого приготовления, знаете, на вкус. Не знаю. В общем, прикольно вкусно, не сильно остро. Выглядит вот так вот. На закуску вообще самое то. Все, я пошла перекушу и уже буду двигаться на закат. В общем, территория парка вообще огромная. Здесь реально нужно приезжать на весь день. Ну, вот, собственно, как я и приехала. Вот там вот я лежала, отдыхала. Там бесплатная территория, это все можно ходить просто. Чтобы прийти сюда, я лично заплатила 20 юаней по студенческому билету. Так стоит 40 юаней. Вот. Без ограничения времени, то есть заходите, гуляете сколько хотите. Дополнительно, если что-то нужно там покататься, это тоже, по-моему, отдельно приобретается. Вот, но в целом, вот, заплатить 20 юаней и ходить вот здесь вот сколько хочешь времени, это вообще классно. Здесь и в лесу можно походить, в тенечке, да. Можно, пожалуйста, вот по такой набережной прогуляться, посмотреть закат. Можно покататься на этих, на лодочках, на каяке вроде называется. Вот, но это за дополнительную плату. Ну, в общем, здесь куча вообще всего, что можно поделать. Просто погулять, понаслаждаться погодой, природой, пофоткаться. Здесь очень красиво. Вот, у меня получилась здесь хорошая фотография, причем вообще с первого раза почти попросила какую-то девушку меня сфотографировать. Потом было идеально все на этой фотографии. Лес, вот этот вот оранжево-желтый, солнышко светило на меня. Ну, я, честно, да, признаюсь, так сказать, хорошо сегодня выгляжу, я считаю. Вот, вообще фотка классная, рада, довольна. У меня просто много фотографий, знаете, таких получается, где, ну, допустим, лес, деревья, там, здания какие-то. А фотографии непосредственно меня, их мало, потому что, когда я гуляю одна, ну, мне некому фоткать. Вот, я редко прошу, чтобы меня фоткали. Но здесь решила, почему бы нет? Да, что я потеряюсь, попрошу. Ну и вот, собственно, я ничего не потеряла, приобрела очень классную, красивую фотографию. Так, солнышко уже садится потихоньку, поэтому я, наверное, пойду вон туда, займу себе местечко и буду уже сидеть, выжидать заката. А, кстати, минусы жизни в Ханчжоу в декабре. Вот такие вот милые, не знаю, комары это или просто мошки. Ну и в целом насекомые здесь не засыпают, клопы, всякие вот жужжащие пчелки. Все летают, все бодрствуют, вот, кусают. Поэтому в этом, конечно, немного минус, да. Здесь, я не знаю, насекомые, наверное, когда уже ближе к минусу, перестают здесь существовать. Вот, а так, в такую, конечно, теплую погоду их здесь очень много. Восхищаться этим закатом. Он с каждой минутой действительно становится все красивее и красивее. Так, ну а я поеду домой. Сегодня был классный, насыщенный день, несмотря на то, что изначальные планы не сбылись.
я не сдалась, задала себе новые планы и очень классно провела день. Вот. И вам желаю, если ваши планы вдруг срываются, не расстраиваться, придумать себе новые планы и классно проводить время. Все, всем желаю хорошего вечера, дня, сладких снов, приятного аппетита. Желаю себе из будущего, чтобы, когда я смотрела это видео, я смотрела это не с грустью какой-то, что типа, блин, я там была, вот сейчас не там, а наоборот, с какой-то радостью в душе, так сказать. Вот, так что, Света из будущего, смотри эти видео, пересматривай их и радуйся, вспоминай, как ты здесь ходила, гуляла, смотри фотографии. Все, всем пока!